языческие коты для вас будут работать, а также будут для вас работать, кстати, это просто на дне колоды, это не карты, это просто объявление о других картах, да? Кто увидел, подумал, может, что я какие-то карты отложила. Нет, это все 78 карт здесь. А также под розами, многим моим слушателям полюбились под розами, потому что карты очень романтичные, очень красивые, под розами. И у нас на дне колоды была карта рыбы. Так что у вас будут деньги, это наверняка. А также карта ангелов, благословение от ангелов. К чему вас подведет Вселенная в будущем месяце? Что вам дадут высшие силы? Чем обрадует Вселенная, чем благословит? Вот такие вопросы. В каких сферах будет прорыв? Что сейчас начинается в вашей жизни такого, что даст вам достойные плоды? Кто не знает, меня зовут Лена, и я для вас работаю из Ванкувера, Канада, сибирская страна. Для начала я возьму карту из колоды ангелов. И мы ее откроем потом. Посмотрим, как вас будут благословлять ангелы. Вот одна карта из ангелов. Ой, я ее уже открыла. Ну, раз открыла, значит открыла. Она будет освещать расклад. Посмотрите. Шекинах. Я вам позже расскажу больше немножко об этом ангеле, да? Когда буду трактовать то, что ангел вам передает, какие послания. Начинаю я с Таро. Начиная с Таро. Что пошлют высшие силы, к чему подведет Вселенная? Для начала 3 карты. И что мы видим здесь? Кстати, смотрю я только прямые в этих рамках, в прямом движении. Ну вот к чему вас подведут высшие силы. Это перспектива. Это перспектива на развитие вашего бизнеса, перспектива на развитие отношений, может быть, или на знакомство с кем-то из других стран. Потому что двойка жезлов – это карта развития отношений или развития дел. Это очень хорошая карта. У вас обязательно будет прорыв в той области, о которой вы сейчас подумали. Это может быть один жезл здоровья поправится, другой жезл вы найдете работу. Один жезл может быть в семье устроятся отношения, а другой жезл может быть любовь найдете. В общем, что-то хорошее. Дом продадите, купите. Жезл – это хорошая торговля, тоже успешная. Или заработок. Это очень хорошая карта. 2 возможности появятся. Затем у нас идет паж. Это паж меча. Видите, паж меча. И паж меча часто говорит, что мысли какие-то новые будут приходить. Пажи – это поиск, это хлопоты, решение дел, новые какие-то события, новые мысли, новые идеи, новые решения, потому что мечи часто сложности жизненные, которые вы будете решать. А также очень мощная карта – справедливость. Карта справедливость. Вы знаете, что ваши враги, те, кто вам специально вредил, они получат по заслугам. Это закон кармы. Карта справедливости, так что не волнуйтесь. Вы творите добрые дела, и вам за добрые ваши дела часто попадает, да? Но вот враги получат обратку, потому что карта справедливости, она по справедливости каждому даст то, что каждый заслуживает, и то, что каждый человек, как он живет. И если у вас есть враги, вот это карта обратки. Мощные, мощные. Это языческие коты, они очень сильные, мощные карты. Еще возьмем карты из котов. Кстати, лучше всего, конечно, гадать на одной колоде, но я знаю, что традиционно принято на нескольких гадать, на месяц, например, да, но, конечно, нужно гадать на одной колоде, так что я много раскладываю из одной колоды. А это двойка жезлов. И у нас здесь это была тройка жезлов, простите, пожалуйста, это была тройка жезлов, а это двойка жезлов. Но это очень хорошо. Я уже сказала многое о двойке жезлов. Но хотя тройка жезлов, видите, здесь этот жезл, он как бы и невидимый, он как часть рамочки. Карты у меня, кстати, эти очень классные, очень-очень классные. И действительно, 3-я возможность скрыта от вас была.
Вот это первая, вторая, как я уже озвучила, а третья еще появляется. Еще возможность на что-то появляется, эта возможность была от вас скрыта, станет явной. Вот подарок, это как подарок судьбы. Так как я прочла, знаете, что предсказатель сказал, то имело место быть. Не потому, что я 7 пядей во лбу, а потому что закон жанра. Прав тот, кто взял карту, да, как говорится. Это закон жанра, девочки, это не моя выдумка, и мальчики. Поэтому если здесь этот жезл, видите, он как часть рамочки. Что-то скрытое от вас, то, что было скрыто, проявится и даст вам всходы. Это может быть какие-то скрытые таланты ваши или ваших любимых людей. Вот такой жезл. У меня, кстати, здесь березовый жезл, видите, защита от негатива. И на нем яркие фонарики. Это жезл стоит вот в углу. Туз жезлов. Начало любви, начало интересной работы, начало интересных друзей. Вот это у вас все будет. Дорогие мои, еще один паж. Паж Пентаклей. Это значит поиск денег. Или вы, или ваш любимый человек найдут какие-то деньги. Два пажа, два поиска, хлопоты, поиски, заботы. Да, потому что ведь Таро то же самое, что и игральная карта. Игральные карты, шахматное Таро – одна система. Поэтому, когда мы имеем разговор о вальтах, да, как валет в игральных картах или в Таро пажи, это поиск. Это еще не решение, это еще не перемены, это поиск. Поиск лучшего заработка, поиск лучших отношений или же поиск решения каких-то вопросов, которые вам уже надоели, вы хотели бы их решить. У вас будут помощники в этих решениях, вы достигнете результата огромного. Потому что карта колесо фортуны. Колесо фортуны, конечно, говорит, что вы будете счастливы. Вот ваш поиск, любой поиск, а это и мысли, и какие-то заботы решите, и деньги приобретете. Весь ваш поиск увенчается успехом. Это успех. Это просто успех. Очень хорошо. У вас будет успех в жизни. Опять жезлы. Жезлы выходят вам, да? И король жезлов. Одни жезлы выходят вам, да? Интересно, что жезлы – это всегда предпринимательство, это возврат своей силы, это выздоровление от болезней, сильный иммунитет, это омоложение организма, красивая внешность, может, косметические процедуры или же новая зарядка, да, физические упражнения, новая диета, это купля-продажа. В общем, жезлы – это то, что обновляется в вашей жизни, приобретает новую силу. Ну а король жезлов – страстный, влюбленный в вас человек. Влюбленный в вас человек. Вы найдете себе пару, если ищете, или же тот человек, с которым вы сейчас находитесь, он будет вас больше еще любить. Будет вам предан, да, предан душой и телом. Смотрим еще. Десятка жезлов, самая любимая карта. Опять жезлы, мои дорогие. Так что здесь вот сила к вам вернется. Энергию вы получите свою. Если, например, кто-то вам посылал негатив или хотел вам навредить, ваша сила к вам вернется, вы под защитой высших сил. Ну и поэтому карта вот защиты вышла, да, ангельская. Десятка жезлов – это карта успеха, когда вы в дом несете какие-то деньги большие, или это наследство, или это выигрыш в суде, ну что-то большое, получите какой-то дом, недвижимость продадите, купите. Когда, да, вам было тяжело, вы напрягались, не так все легко, да, вообще легко вам ничего не дается, как каждому человеку, но не каждому будет награда за тяжелый труд, а у вас есть награда, что десятка жезлов – это когда уже награда есть, и король жезлов – это тоже награда за тяжелый труд. Это очень хорошая карта. Хороший расклад, жезловый расклад, сильный, энергичный. Будет очень энергичный месяц, очень энергичное время. И десятка чаш, любовь. Вот когда вот эти карты вместе выходят, десятка чаш и десятка жезлов выходят вместе, это, как говорят, for good luck, для удачи. Это расклад на удачу, он заговорен на удачу, да, этими двумя параметрами. Потому что десятка жезлов – это дом, полная чаша, успешные финансы, когда все хорошо у вас, а десятка чаш – это же когда любовь, когда взаимопонимание, когда счастливая личная жизнь. И вот что сейчас поменяется. Конечно, время короткое, да, но вот за это время все как высшие силы, фортуны, колесо фортуны, видите?
Высшая сила так повернет вашу жизнь, что судьба начнет вам улыбаться. И вы получите какое-то большое вознаграждение за перенесенные страдания. Ведь карта справедливости здесь была, правда? Колесо фортуны поворачивается к вам лицом. Почему? Ну, потому что здесь две вот эти очень успешные карты. Десятка чаш и жезлов. Вообще колесо фортуны, оно, конечно, имеет, ну, как колесо. Все там есть, да? И трудности, и достижения, и радости, и печали. Но мы читаем карты относительно тому, что вокруг колеса фортуны. И мы видим, что десятка чаш – это любовь, и десятка жезлов – это успешная личная жизнь, а также предпринимательство. Мне говорили, девочки писали, или мальчики, я не знаю, кто-то писал, ну, иногда непонятно по аватарке, кто пишет, да, что, а почему вы говорите о предпринимателях? Ведь в основном все мы работаем на хозяина. Девочки, если и мальчики, если правильно работать на хозяина, вы работаете на себя. Потому что вы зарабатываете опыт рабочий, да, который потом может принести к своим делам, к своему бизнесу, к хорошим деньгам, к лучшей работе, к повышению по службе. Но если мы ходим работать на хозяина с чувством, что нас обманывают, ну да, хозяин обманывает часто, но мы же нарабатываем опыт в профессии, то есть мы тоже какую-то пользу приносим. То есть нужно видеть знак плюс, а не минус. Это, конечно, пятерка пентаклей, говорит, что вы перенесли сейчас какие-то сложные финансовые трудности. Некоторые из вас, кто смотрит, может быть, купили что-то неудачное или продали. Может быть, зарплата маленькая или у вашего любимого человека. Но я же вижу, что все будет хорошо, понимаете, потому что будут-то деньги у вас, да, потому что здесь колесо фортуны. А колесо фортуны – это же как большой пентакль, как в миллион раз больше, чем любая монета. Так что да, вы перенесли трудности, и по справедливости будут наказаны те, кто вам мешали жить, кто вставляли палки в колеса, кто не давали дышать спокойно. Но у вас будут деньги, это видно. Это видно из карт, мои дорогие. Возьмем совет. О, это туз жезлов, очень хорошая карта. Это карта восстановления организма, да, туз жезлов. Это очень хорошая карта. Смотрите, король жезлов, вообще расклад такой, просто как по маслу идет, да. Это страсть между вами и вашим любимым, и может семья у вас образуется, ведь здесь дерево нарисовано, да, дерево, как в картах Ленорман, дерево – это родственная карта, карта здоровья. Или ваш любимый человек выздоровеет, кто у вас там в семье не домогал. Или же вы станете семьей, отношения перейдут на новый уровень. А здесь тоже это может работа из дома. Вот такой работа из дома, которая принесет хорошие деньги. Таро поработала мощно для вас, мощным образом. Перехожу на Ленорман. На улице дождик, наверное, видно, что мокро вокруг, да. В Ванкувере у нас очень часто идет дождик. В любое время года. Основная погода. Располагает к размышлениям и к раскладам на Таро. Мощная погода. Итак, что скажет Ленорман? Возьму 3 карты для начала. 1, 2 и 3. Посмотрим, что скажет Ленорман по этому поводу. Мужчина? Но уже и вышел король жезлов в других картах, и понятно, и здесь еще и мужчина, новый мужчина, ребенок и мужчина. Это новый мужчина вас ожидает. Даже 2, может быть, это развилка дороги. Может быть, даже и 2. Карта 22, мастер номер. Так что, может быть, даже и 2 мужчины вас ожидают. Или же это ваш успех во внешнем мире. Если вы девочка, да, любого возраста, то это может быть новый успех во внешнем мире, то есть в карьере, в профессии, в социальных связях, новый успех какой-то. Очень и очень хорошо. Что еще скажет Ленорман? 1, 2, 3. Ну вот тоже дерево, да, я вам об этой карте говорила, когда вот здесь разбирали мы, да. Семейные связи, у вас будут разговоры с домашними какие-то, потому что у нас здесь совы в доме, в вашем доме личном, домашний очаг вышел, вот эта карта дом, домашний очаг. У вас будут разговоры с домашними, какие-то чаяния домашние, какие-то, может быть,
переговоры с семьей, как дальше жить, как дальше двигаться. Может, кто-то съедется или разъедется. То есть дети выйдут от вас, и вы съедетесь с любимым человеком, да, что-то такое. Мудрость домашних. Мудрость домашних, и это, знаете, стабильность. Дерево часто карта стабильности. Какие-то перемены, потому что совы говорят, что в доме что-то будет улучшаться, какие-то хлопоты, надежды, домашние интересы и планы, чаяния домашние. Это очень хорошо. Домашние чаяния какие-то. Все будет замечательно. Я немножко сдвину карты Таро, чтобы можно было нам продолжать, да? Посмотрим, что еще скажет Ленорман. Возьмем 3 карты. Деньги будут. И на дне колоды была карта рыбы, то есть это, несомненно, будут деньги, ключевые деньги. Если кто-то наставил замков на вас, то замки эти сойдут, и ключи появятся к нужным обстоятельствам. То есть вы найдете решение. А здесь может быть много денег, вы купите себе что-то, или любимый человек сюрприз готовит. Это карта кольцо. Или отношения переходят на новый уровень с мужчиной. Смотрите. Ведь рыбы это не только деньги, это тоже любовь. Особенно вот в таком раскладе, где кольцо рядом с рыбами. Это, конечно, любовь. Любовь к профессии, любовь между партнерами. Стабильность. Дом же выходил. Дом и дерево это стабильность, мудрость, стабильность. Какой замечательный расклад. Мудрость, стабильность, решение вопросов, подарки какие-то, выполненные обещания. Ведь это кольцо вместе с ключом. Значит, появится выход. Вот если вы сейчас нашли себя в какой-то трудности, да, какая-то трудность у вас, появится выход, появится решение. Появится выход какой-то, вы решите то, что раньше не решалось. Если была какая-то печаль, огорчение, может даже слезы были, то я здесь вижу, что все пройдет. Вот развилка может показать на магическое давление на мужчины со стороны, может, его родни или со стороны босса, какое-то магическое давление на мужчину. И это все закончится. Какие-то пустые огорчения, иллюзии закончатся. И здесь я вижу, что карта кольцо, особенно рядом с ключом и рыбами, это замечательно. Ну, я же показывала, вот еще покажу тогда. Это просто замечательно. Это много денег, денег на все хватит. Денег на все хватит и на покупки какие-то хорошие. Давайте возьмем совет от карт Ленорман. Возьмем 2 совета. Кстати, можно выбрать первый или второй совет. Вы всегда можете действовать так, как вам удобно. Это первый совет, а это второй. Я желаю вам счастья, поэтому советую как можно больше советов получить. Смотрите обе карты. Но это, наверное, близость с мужчиной. Не ссоры, нет, а близость. Близость. А может много работы у мужчины, потому что плетки, повторяющиеся движения, мастер номер 11. У некоторых может проиграться ссоры, но я вижу, что милые ссорятся, только тешатся, потому что другие же карты очень хорошие. Карта Ленорман имеет много значений, нет плохих карт. Плохая карта становится в окружении плохих карт, а здесь вообще ни одной плохой не было. Только в начале первая карта была развилка, она может показать на магическое воздействие, на любовь. И вместе с картой плетки, карта развилка может показать, что кто-то пытается вам навредить. Но вы не обращайте внимания, у вас же ключ и деньги, и любовь, все с вами, все при вас. Не обращайте внимания на дураков, потому что, знаете, тот, кто делает магический ритуал, он во время ритуала, он же входит вот в тот портал, в который входить не советуется никому. И любой колдун в точке мира, который делает другие ритуалы, может воздействовать на него. Поэтому нельзя делать никаких приворотов. Но кто-то что-то делает, он себе делает вред прежде всего. Вот второй совет, это карта крысы. Почему она вышла на совет? Здесь показано, что то, что должно уйти, уходит. Не думайте, что это потери. Не думайте, что это потери. То, что должно уйти, уходит. Вот по
по вот этому раскладу 2 карты вместе. Считается, что уходят ссоры, да, крыса это потери, теряете ссоры, теряете неприятности, теряете какие-то аргументы, когда люди не находят общий язык, вот это уходит. Если мужчина у кого-то недавно потерял работу, он найдет лучшую, вы не волнуйтесь об этом, или вы, например, да, потому что иногда, когда мы теряем работу, которую боялись бросить, так лет 10, 20 или 30, да, тогда Вселенная открывает вам новые возможности. Я еще возьму карту совета одну. Итак, смотрите, какая красота, медведь. Вы знаете, это как тотемное животное, это как ангел-хранитель, да, медведь же он защищает, оберегает. У него, кстати, вот пасть такая, да, медвежья, но он здесь такой какой-то сладкий, добрый мишка, у него рыба, значит, рыба это будут деньги, будет любовь, и есть защита от любых потерь или от любых ссор. Кто-то хочет вас поссорить, я вижу, что да, развилка, но кто-то что-то хочет сделать, кто-то хочет вас поссорить или отобрать у вас деньги, или же продать вам то, что вам не нужно. Такое бывает. Будьте аккуратны, не покупайте то, что вам не нужно. Но всегда подумайте, что когда вот на импульсе мы покупаем, ну, продавцы есть очень хорошие, а есть не очень осознанные. И не очень осознанные продавцы, они следят за человеком, его, как сказать, язык тела, body language. Они следят за вами, и когда они чувствуют, что вы вот готовы купить, вот у вас есть такое ощущение спонтанной покупки, они тогда вам и навязывают что-то. Вспомните этот расклад, и он вам поможет сохранить ваши денежки в кармане, потому что медведь, он поможет вам. Он тотемная энергия, которая оживает и защитит вас вот от негативного влияния любого или от навязчивых продавцов каких-то. И вы не купите то, что вам не нужно, потому что по скидке. Скидки это всегда, вот, на мой взгляд, это дьявольские проделки, потому что скидки обычно мы покупаем то, что нам сейчас не нужно, а завтра это может быть лучшая технология, это может быть лучший продукт, но мы уже купили то, что нам навязали. Так что старайтесь услышать то, что я сказала здесь. Потери иногда, знаете, крыса иногда показывает, что вот потери бывают вот какие. Крысы едят и хорошее, и плохое. Они едят тоже плохое. Например, прошлое, бывшие какие-то страдания, переживания, они это тоже забирают. Так что крыса иногда хорошая карта. Особенно, когда она покрывается картой медведь. То есть, например, бывшие отношения, бывший вам нервы испортил, или же босс на бывшей работе просто был придурок, знаете, неврастенник такой, да, который портил нервы другим. И вот смотрите, новая работа или новый босс приходит раз, и все. То есть крысы едят плохое тоже. И открывают дорогу к хорошему, к новому заработку. Рыба – это новый заработок или новая любовь. Так что я вижу? Давайте я просуммирую. Все покрывается картой медведь. Но здесь вообще мужская энергетика вышла дважды. Первая мужская энергетика была в карте мужчина, 28-я карта, вот. А еще одна похожая энергетика у нас была в карте медведь. Это прибыль. Это прибыль, это выгодное, выигрышное положение. Это вы. Так что вот, время будет замечательное. Давайте посмотрим, что скажет ангел. Вот это икона ангела. И этот ангел Шекинах, знаете, последняя буква H, Х, она чуть-чуть произносится. Шекинах. Шекинах. Можно ее не произносить. Можно не говорить имя ангела. Просто сказать то, что этот ангел обозначает. Ангел этот обозначает высшее, ангельское, божественное, вселенское присутствие. Я иногда говорю всем вселенский привет. И люди думают, что я так просто говорю. Нет. Этим я привлекаю Вселенную вам помочь. Этот ангел на звезде. Я ничего не говорю просто так, да. Я часто говорю всем вам вселенский привет. Или говорю, мои дорогие люди. Люди – это важное слово. А это магическое слово. Так что ничего не говорю просто так. Шекинах.
Это высшее присутствие Творца и Вселенной. Это очень мощная карта. Она показывает, что Бог рядом, божественное, вселенское рядом. А также это свет женщины, женский свет. Похоже на карту звезда, не правда ли, Таро? Таро же это тоже ангелы, это особенно старшие арканы. Таро младшие арканы – это бытовые ситуации, которые советы на бытовые ситуации. А старшие арканы – это все ангелы. Божественная сила женщины. Высшее благословение Святой Марии, да? Матери Божьей. И у ангела Шекинах можно попросить для себя счастливую судьбу. Ну, мужчины тоже могут попросить, потому что мужчина – это женщина внутри. Женская – это сила восприятия. Мужская – это сила поиска, а женская – сила взаимодействия. Конечно, взаимодействие – это самое главное, что есть у нас. Когда мы с миром взаимодействуем, нам мир интересен, миру интересно с нами, и тогда у нас все есть, все, что мы пожелаем. Это закон эзотерики, я не раз его вам озвучиваю. А я благодарю ангела Шекинах за благословение меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, ваше сейчас. Да будет все у вас прекрасно, это я знаю, в этом уверена. Ну вот такой замечательный расклад, мои дорогие друзья. Ставьте лайк или дизлайк, оцените мою работу, это для вас очень полезно. Выразить эмоцию полезно для здоровья. А также приходите на мои уроки, если вам уроки нужны по Таро или Норман. Это только у меня на сайте, я автор, и уроки, если есть желание, вам нужны уроки, нужно приобретать только у автора. У меня никогда не было посредников, у мошенников уроки приобретать нельзя. Кстати, меня нет на ТикТок, никогда не было. И я никогда вам не продам ничего. Я не говорю, чтобы вы покупали мои консультации, да. У меня все безоплатно здесь. А уроки это, конечно, другое. Уроки можно приобрести у меня на сайте. Переход на сайт есть у меня о канале и в описании каждого видео только один официальный сайт. Я вас люблю, обожаю, желаю вам счастья. Приходите на мои видео, у меня все безоплатно. Кстати, у меня есть канал отдельно на чистки. И я не беру денег за мою работу. Никогда. Уроки это другое совсем. Автор уроков, да, как автор книги. А я ни за какую магическую работу никогда не возьму денег. Если кто-то и спрашивает, это мошенники, это не я. Все мои каналы, у меня их много, вам на пользу. Очень много работаю для вас и ничего не нужно платить. Кстати, подписывайтесь. Это очень выгодно. Ну, конечно, ничего не нужно платить материально, но выгодно потому, что много пользы. Много пользы в моих видео. Всем желаю добра, счастья, здоровья, всего самого лучшего. И знаю точно, что мы скоро с вами увидимся. Пока-пока, друзья!